Друзья, всем привет! В этом видео буду создавать лепестки тюльпана. И сначала понадобится молд-вайнер этих лепестков. Сейчас их на просторах интернета огромное разнообразие, можно подобрать фактуру, размер, который нравится больше. Перед работой попробуйте, чтобы у вас получилось попадать в пазы обеими частями, поскольку после прогрева фоамирана нужно будет работать максимально быстро. Проглаженный зефирный фоамиран беру немного больше по размеру, чем вайнер. Немного прогреваю молд на подошве утюга, можно это сделать также и в духовке. И далее обхватываю фоамираном и прогреваю хорошо на подошве утюга. При этом утюг разогрет в режиме 2–2,5. Все уголки стараюсь подхватывать и не отпускать, чтобы не было заломов. Так как у меня два разных размера молда вайнера, делаю 10 деталей на одном размере и 15 на другом, то есть общее количество 25 штук. А если у вас один молд, все 25 деталей можно сделать на нем, при вырезании немного разнообразить. Первых 10 лепестков вырезаю четко по контуру, следующих 15 буду вырезать, задавая больше волн и небольших разрезов. 3 лепестка из этих 15 будут рубашечными лепестками. Складываю деталь повдоль, делаю один большой зубец и также делаю срезы и волны. В некоторых случаях, если край грубоват, можно прокатать с небольшим нажимом булькой и истончить будущий лепесток. Тут важно работать только с линией среза, не переходя на сам лепесток. Далее окрашиваю лепестки белой масляной пастелью, чтобы избавиться от блеска, который при определенном освещении смотрится искусственно. Следующий этап тонировки – это окрашивание нижней части деталей 241 номером масляной пастели с небольшим добавлением 232 номера. Кстати, выпуклые детали удобнее окрашивать на молде. Рубашечные листья повдоль окрашиваю с лицевой, с изнаночной стороны с помощью кисти, чтобы линия получилась не широкой. Смешиваю акриловую краску цвета маджента и добавляю немного черного. И кистью 3:0 делаю прорисовку по некоторым прожилкам, задаваю узор, а затем прорисовываю края. Если какие-то линии не понравились, можно немного подтереть влажной салфеткой, но сделать это лучше по свеженанесенной краске.
Также лепестки буду немного подтягивать, скругляя их. В этом процессе важно не перестараться, чтобы не было заломов. Друзья, спасибо, что вы со мной. Делитесь этим видео в группах, в сообществах и с теми, кто интересуется творчеством. И пусть красоты будет больше. С вами была Инна Жарая. Всем пока и до новых встреч.